Самая важная, самая нужная функция в Excel для менеджера по продажам – это функция VPR. Сейчас я вам покажу пример, как вы можете ею пользоваться. Каждый месяц, а вам может быть каждый день, приходят вот такие прайс-листы, да, допустим, ко мне, в которых написано наименование изделия, к какой категории оно относится, номер модели и какая у него цена. Моя задача, мне часто зарубежные партнеры говорят, они англоязычные, и мне нужен сделать перевод и подставить английское название. Коллекция классическая или модная коллекция, или бесшовное белье, подставить английское наименование. Я беру вот эти вот наименования, это вот все выделяю и копирую на отдельный листочек здесь же в Excel, как числовые значения. Вот, я оставил. Здесь я поставлю английское наименование, здесь тоже будет английское наименование. Теперь, зачем мне столько много? Я уберу здесь повторяющиеся значения. Как мне это сделать? Я иду на лист данные и удаляю дубликаты. Все. Видите, найдено 1709, уникальных значений осталось всего лишь 38. То же самое упражнение я проделываю тут. Удаляю дубликаты. Это на листе данные. Вот это у меня осталось в сухом остатке. Теперь моя задача каждую вот эту вот строчку перевести на английский язык. Здесь это будет русский, здесь будет английский, здесь будет русский, здесь будет английский. Выделяю эти названия, копирую и иду на переводчик. И с русского на английский перевожу. Оба. Копирую. Сюда вставляю. То же самое упражнение делаю здесь. Копирую. Иду в Google переводчик. Оба. Копирую. Вставляю здесь. Замечательно. Все мы это сделали. Теперь я подключаю работу по функции VPR. Смотрите, что я делаю. Я иду на прайс-лист. Мне нужно вот сюда подставить английское название. Я пишу равно VPR, подтягиваю эту функцию. Я хочу эту ячейку вот в этом массиве, точка запятой, и подставить вторую колонку, чтобы она имела название второй колонки. Точка запятой и нажимаю ложь. Вот. Что мы видим? То есть функция нашла название миловица. Вот здесь вот, в этом массиве. И подставила вторую колоночку, в которой обозначено английское соответствие. Все, что нам останется сделать, это встать на первый перевод. Вот видите, функция отобразилась. И двойным кликом, правым нижним крестиком, который превращается при наведении мышки на это место, распространить вниз на строки сочетания этой функции. Вот у нас все перевелось до упора. Давайте для закрепления сделаем это упражнение еще раз. Равно. Английский язык переводим на русский. Пишем VPR. У нас потянулась функция VPR. Двойным кликом привлекаем эту функцию. Ищем слово классика. На английский язык переводим. Точка запятой. Где мы ищем? Мы ищем вот в этом массиве. Точка запятой. Ответ мы ищем во второй колонке, потому что у нас вторая колонка
это F, это вот первая, это вторая. Английский перевод отдам во второй колонке. Пишем во второй колонке, точка запятой. И двойным кликом привлекаем ложь. И вот. Вот как видите, у нас русский язык перевелся на английский. И двойным кликом распространяем низ на весь массив. Проверяем. Все у нас тут. Здесь у нас пустоши, поэтому ему нечего было переводить. Вот. И вот здесь аналогично. Проверяем, где у нас nd-шки. Ну вот еще nd-шки есть. Я тогда что делаю? Я это выделяю. nd-шки оставляю. Вот это удалю. Все возвращаю на место. И теперь, чтобы у нас сохранились эти все данные, а не формулы, я выделяю эту колонку, которая содержит вот эти функции, копирую и сохраняю как числовые значения, как текст будет. И здесь то же самое. Формула, видите? Копирую и сохраняю как текст, как числовые значения. Видите, у нас функции пропали. Вот вам очень быстро, все хорошо. Мы сделали перевод. Таким же образом можно найти по номеру модели соответствующую цену, если к вам, допустим, пришел новый прайс. То есть вы ищете при помощи функции VPR номер модели и подставляете новую цену. Главное, чтобы у вас фантазия работала в нужную сторону. Использование функции VPR, это вы будете сталкиваться каждый божий день в своей деятельности как менеджер по продажам. Всего доброго. Будут вопросы, обращайтесь.